Ну что ж, давайте разберемся, что вообще происходило в Септимонте. Потому что история там вышла не только масштабной, но и довольно запутанной. Все начинается с того, что Ровер вместе с Эбби отправляются в этот воинственный город-государство, чтобы найти Картетию. Сначала вроде бы обычная миссия – найти союзницу, но быстро становится понятно, в Септимонте все далеко не в порядке. Септимонт – это место, где культ силы заменил веру в стража. Здесь почитают героизм, гладиаторские бои и, конечно, великую арену, турнир Агон, где определяют настоящих чемпионов. И вот тут мы встречаем Лупу, крутую гладиаторшу с тяжелой судьбой. Она только что порвала с аристократами, которые хотели управлять ей как пешкой, и объединяется с Ровером, чтобы пробиться через турнир и найти правду. Параллельно мы начинаем замечать странности. По городу ощущаются колебания частоты. Появляются тассеты раздора, а из прошлого выплывает имя Мии, прежней чемпионки, исчезнувшей много лет назад. И чем глубже мы копаем, тем больше все указывает на вмешательство Тринадиана, существа, способного переписывать судьбу, стирать личности и превращать историю в фикцию. Тем временем Роверу является во сне Фролова, загадочная смотрительница, которая уже мелькала в прошлых главах. Она предупреждает, что в Септимонте назревает катастрофа, связанная с темным приливом, и что одна из гладиаторов может стать предвестницей беды. Упоминается, что за происходящим стоит некий автор истории, способный влиять на события и судьбы. Все указывает на то, что Лупа может быть частью этого плана, особенно учитывая странную частоту, которую Ровер ощущает в ее оружии. Первые бои проходят успешно. Ровер и Лупа демонстрируют отличное взаимодействие, и публика принимает их с восторгом. Однако на арене происходит инцидент. Копье Лупы, ранее подаренное ей домом Сильва, выходит из-под контроля и едва не ранит Ровера. Этот случай становится поводом для публичного разоблачения Сильвов. Эфор Августа, опираясь на суждения жрицы Юны, духовной лидера храма Септимона, выносит приговор: дом Сильва изгнан из города. Через серию боев, ритуалов и встречи с местной жрицей мы узнаем, что вся эта история разыгрывается в пределах некого Сонора. Мира, похожего на сон, где можно переписывать любую роль. Там драматург Фракцидуса Кристофор буквально меняет местами Лупу и Мию, лишая одну имени, а другую использует как якорь, чтобы призвать темный прилив на город. Все это часть большого плана по искажению реальности. Лупа же проходит через собственный кризис. Она чувствует, что теряет себя, забывает важные вещи и все сильнее сомневается, а действительно ли она заслуживает быть героем этой истории. Но Ровер и Картетия не дают ей сломиться. Вместе они пробираются в затопленный акведук, туда, где скрывается центральный хаб города и где прячется сам Тринадиан. В кульминации Лупа сражается не только с порчей, но и с собственными страхами. Мия, находящаяся под контролем, наконец освобождается. Ее меч возвращается в Долину Славы, как дань ее жертве, а сам Септимонт, казалось, был обречен. Получает второй шанс. Благодаря Лупе, Роверу и Картетии сценарий Фракцидус рушится. Но самое интересное — это осознание, что история была цикличной. Все это уже происходило, но каждый раз заканчивалось трагедией. В этот раз, благодаря выбору героя, все меняется. Лупа возвращается в свою роль, Картетия обретает ответы, а Ровер становится тем, кто переписывает финал. В конце герои снова встречаются, не как пешки чужого сценария, а как настоящие авторы собственной истории. Септимонт спасен, но это только один акт, впереди новые главы. Но даже после победы над Тринадианом и разрушением его сценария, осадок все равно остается. Многие из тех, кто играл в этой пьесе роли, сделали это не по своей воле. Мия. Она была всего лишь инструментом. Ее тело, давно погибшее, использовали снова и снова как якорь для новой катастрофы. Мия, которая давно исчезла, считали, что она просто исчезла. На самом деле, она убила саму себя ради того, чтобы Тринадиан не освободился и не вызвал темный прилив. Ее реверберации — это не просто остаточные сигналы, это крик души, запертой в чужой истории. И хотя ее имя стерли с афиш, ее меч остался в Долине Славы, там, где она отдала свою жизнь ради спасения Септимонта. Лупа, героиня этой главы, прошла путь от куклы в чужих руках до настоящего символа Септимонта. Она потеряла свою роль, имя, память, и все равно смогла вернуть себя. Ее сомнения,
Страх быть слабой или недостойной были настоящими, но именно это делает ее человеком, а не просто персонажем. Картетия, как всегда, действовала в тени, проникая в Сонору, сталкиваясь с драматургом, разрушая планы Фракцидуса. Она не просто спасала других, она стала тем, кто вырвал контроль у автора и отдал его обратно в руки героев. Ее появление в финале, как символ того, что борьба за свободу не заканчивается победой. Она продолжается в новых историях, в новых главах. И наконец, Ровер. В этой истории он не просто наблюдатель, он катализатор. Благодаря ему роли сливаются, герои встречаются, а ложь становится правдой. Он не просто разрушает сценарии, он пишет новый, в котором люди выбирают сами, кем быть, а не играют по чужим правилам. И вроде бы все, история завершена, но вот только не совсем. Потому что глубоко под землей, в долине славы, скрыт центральный хаб. Древний узел, оставленный самим стражем. Именно туда стремился Тринадиан. Именно его он пытался осквернить, чтобы изменить не один город, а саму ткань реальности. Хаб до сих пор не открыт. Чтобы туда попасть, нужны два условия: победа на арене и чистота стража. И все это есть у Ровера. Фракцидусы не проиграли, они просто ушли в тень. И когда герои собираются перевести дух, история делает шаг вперед и оставляет нас с вопросом: что же скрывает центральный хаб? Ответ в следующей главе.